Представь, ты сидишь в ресторане в Испании, официант подходит к тебе, ты готов сделать заказ, и вдруг в голове пусто. Ты хочешь заказать паэлью, но боишься сказать что-то не так. И в итоге ты говоришь «quiero esto», «хочу это». Официант кивает, он все понял, но внутри думает очередной турист. А теперь представь другую ситуацию. Ты спокойно улыбаешься и уверенно говоришь «para mí paella, por favor». И официант отвечает тебе с уважением, как к местному, потому что знает, что тебя уже не надурить. Чувствуешь разницу? Сегодня я расскажу тебе, как спокойно заказывать еду в Испании. Так, чтобы тебя понимали, уважали и даже считали своим. Привет, меня зовут Наталья, и этот канал про Испанию и испанский язык. Здесь я рассказываю про Испанию простыми словами и примерами из реальных ситуаций. Если ты тоже хочешь говорить уверенно по-испански и без заумности из учебников, подписывайся и ставь лайк. Тут каждую неделю только полезный и живой контент, который реально тебе пригодится в Испании. Давай начнем с ошибок, которые делают почти все туристы в Испании. Первая ошибка, которую делают почти все туристы, это говорят «yo quiero» – «я хочу». Да, грамматически это правильно. Допустим, ты в учебнике прочитал «yo quiero una cerveza» – «я хочу пива». Казалось бы, супер, но в ресторане в Испании это звучит грубовато. Не оскорбительно, конечно, но примерно так, как сказать официанту «я хочу борщ». Вроде все понятно, но звучит резко, без вежливости. Испанцы же в ресторане почти так никогда не говорят и так не заказывают блюда. Они используют более мягкие и естественные фразы. «Me pone una cerveza, por favor». Дословно можно перевести как «поставьте мне пиво, пожалуйста». Para mí, una ración de paella. Для меня порцию паэльи, пожалуйста. Согласись, звучит гораздо дружелюбнее. Представь, в бар заходит турист и говорит громко на весь бар: «Yo quiero una cerveza». Хочу пива. Официант, скорее всего, подумает: «Bueno, tranquilo, hombre». Эй, спокойно, дружище. Поэтому, если ты хочешь звучать естественно в Испании, используй лучше вместо «yo quiero» такие фразы «me pone», «para mí». И ты явно увидишь разницу в реакции. Официант тебе улыбнется, скорее всего, и будет относиться к тебе как к местному. Ошибка номер 2. Ждать, что счет принесут сами. Вторую ошибку, которую делают многие иностранцы в Испании, это ждать, что счет принесут сами. В Америке же, например, официант подходит в конце и говорит сам: «Are you ready for the check?» Но в Испании так не работает. Здесь все намного расслабленнее. Ты можешь сидеть за столиком хоть часами, и никто тебя не подгонит. Для испанцев это часть культуры. Поесть спокойно, поговорить, насладиться моментом. Поэтому, если хочешь уйти, сам попроси счет. Правильная фраза в такой ситуации звучит именно так. La cuenta, por favor. Счет, пожалуйста. Ошибка номер 3. Думать, что тапас всегда бесплатные. Ошибка, которую делают многие туристы в Испании, это вечная путаница с тапас. Многие думают: я же в Испании, значит, каждому бокалу вина, который я заказываю, мне положена одна закуска. И он приходит в бар в Барселоне или в Мадриде, заказывает свой напиток, а потом ждет, и ждет, и ждет, а тапас все нет. На самом деле традиция бесплатных тапас сохранилась в основном в Андалусии и некоторых регионах, таких как, например, в Гранаде, еще в Леоне. В больших городах, таких как Мадрид или Барселона, за тапас почти всегда нужно платить. И если ты спросишь официанта «Donde están mis tapas gratis?», он, конечно, улыбнется, но сразу поймет, что ты турист.
Кстати, в Испании тапас это не просто закуски, это целая культура общения. Испанцы просто обожают говорить «vamos de tapas», то есть ходить по барам, заказывать по чуть-чуть и делиться со всеми всем. И здесь это вообще не про бесплатно, а про атмосферу и культуру. Так что запомни, бесплатный тапас это приятный бонус, но только в некоторых регионах страны и совершенно не является общим правилом. Поэтому не жди это совершенно в каждом баре. И еще испанцы совершенно не торопятся за столом. Если ты будешь постоянно звать официанта «Perdón, perdón, rápido», «Más rápido», «Por favor», это будет выглядеть странно. Теперь самая важная фраза, которые реально помогут тебе в ресторане. Я собрала для тебя небольшой такой набор. И если ты выучишь только их, ты уже сможешь чувствовать себя уверенно в кафе, в ресторанах, в барах, в Испании. Итак, чтобы заказать еду. Очень часто меню лежит на барной стойке. Его, казалось бы, должен принести официант, но это часто забывают сделать. Либо настолько затягивает, что нам, нетерпеливым, всегда кажется, что про нас забыли. Поэтому здесь правильная фраза будет: «Nos puede traer la carta, por favor?» Не могли бы вы нам принести меню, пожалуйста? Но если хочешь совсем проще, то можно сказать «la carta, por favor». И этого будет достаточно, хотя может показаться в некоторых ситуациях немножко грубовато. Сделать заказ. Чтобы заказать блюдо, у тебя есть два универсальных варианта. Para mí, paella, por favor. Для меня, paella, пожалуйста. Me pone una cerveza, por favor. Принесите мне пиво, пожалуйста. Сравни. Yo quiero una cerveza звучит как приказ. А me pone una cerveza, por favor, звучит естественно и вежливо. Поверь, испанцы моментально замечают эту разницу. Если скажешь yo quiero, он подумает, что ты турист. Если скажешь me pone, он улыбнется и подумает: о, этот человек понимает все, как здесь устроено. Узнать рекомендация. Это моя любимая фраза. ¿Qué me recomienda? Что вы мне порекомендуете? Испанцы это обожают. Испанцы любят делиться своим мнением, особенно в семейных ресторанах. Скажешь так, и тебе расскажут, какое блюдо самое свежее сегодня. А еще можно спросить проще и абсолютно по-испански. Например, ¿Cuál es la especialidad de la casa? Какое фирменное блюдо у вас? ¿Qué tienen hoy de pescado? Или carne? Что у вас сегодня есть из рыбы либо мяса? Эти фразы звучат естественно и показывают, что ты в теме. И, конечно, финал любого ужина – счет. Правильная фраза – la cuenta, por favor. Кстати, здесь можно добавить жест. Как будто подписываешь чек. Официанты моментально поймут. Но главное, не жди, что счет принесут сами. В Испании его нужно просить практически всегда, так как если вам принесли счет в ресторане, а вы его не просили, то скорее всего вам намекают, что на выход, пожалуйста. И везде добавляй por favor. В Испании это звучит вежливо и не слишком официально. То есть это совсем не «сэр, будьте добры», а просто нормальное, человеческое «пожалуйста». Поэтому формула простая. Para mí, ваша фраза, либо слово por favor. Итак, вы звучите как местные. Испания – это не только слова, но и культура еды. Вот тебе что нужно знать. Испанцы обедают поздно, рестораны часто открываются только к 13:00, а ужин к 21:00. Если ты придешь в 18:00 и попросишь ужин, на тебя посмотрят очень странно. Как правило, тебе откажут за исключением места, рассчитанного на туристов. Но тогда и качество еды, и обслуживание, как правило, в таких заведениях в Испании будут, очень плачевными. Счет приносят только по просьбе.
Если ты ждешь, что его положат автоматически, можешь сидеть до закрытия, пока буквально официанты не подойдут и скажут: «Извините, но мы уже закрываемся». Официанты не улыбаются каждые 5 секунд, как в Америке. Но это не значит, что они грубые. Это просто другая культура общения. А также чаевые вы совершенно не обязаны оставлять, как, например, в США, если вам не понравилось обслуживание. А теперь давай разыграем сценку. Представь, ты пришел в бар в Барселоне. Buenas tardes. ¿Nos puede traer la carta? Claro, aquí la tiene. Para mí, la tortilla de patata y una ensalada de verano, por favor. ¿Y qué me recomienda de beber? Un tinto de verano, muy típico. Perfecto, muchas gracias. Видишь, ничего сложного, а звучишь уже как свой. А теперь давай сделаем так, напиши в комментариях, что ты обычно заказываешь в ресторане и какие фразы для этого ты используешь. И какие фразы, например, ты бы хотел выучить. Все ваши комментарии я беру на заметку для следующих своих видео. Поэтому не стесняйтесь, пишите. А если ты хочешь не просто выучить эти фразы, но и научиться использовать их в реальной жизни, приходи ко мне на индивидуальные и групповые занятия. Там мы разберем именно такие ситуации, которые нужны тебе. Допустим, в баре, в магазине, в ресторане, в поездке, в банке. То есть испанский без лишней теории, только полезные фразы для жизни. Сегодня ты узнал, как заказать еду в Испании и без ошибок. Мы разобрали фразы, которые используют именно испанцы, и посмотрели, чего лучше не делать. Теперь ты можешь чувствовать себя свободно, уверенно в ресторане и баре, и тебя будут воспринимать как своего. Не забудь подписаться на канал. Новые видео выходят каждую неделю по вторникам и пятницам. А в разделе «Сообщество» я публикую каждый день новые фразы и слова на испанском, которые тебе точно пригодятся для жизни или переезда, либо просто туризма в Испании. И, конечно, если ты хочешь заниматься глубже, все ссылки на мои соцсети ты видишь сейчас на экране, а также я их оставлю в описании под этим видео. Gracias por estar conmigo! И до встречи в следующем видео. Hasta pronto!